меня захватили на границе и спрашивали меня 2 часа, почему я здесь, если я шпион, что я делал на Украине. Это было страшно, но я сказал, это просто ошибка у посольства в Киеве, потому что там был хаос в это время. Да, они спрашивали, а куда я сказал, я улетел из, как называется город в Германии, Hamburg. Я сказал, что я из Гамбургера. Так они смеялись, поняли, что я очень устал. Советский Союз, это было очень такое сильное место. Мы, в принципе, все боялись. Боялись. Могу сказать, что когда в институт поступила на филологический факультет, я русский язык выбрал чисто случайно. В Москве ни разу не столкнулся с агрессивным человеком. Чем севернее, чем холоднее места и чем теплее люди, чем они открыто тебя принимают. Например, я был в Калифорнии, и я реально слышал их акцент первый раз. Мне было интересно, было странно, что все говорят на английском, но я чувствовал себя, как я был в чужой стране. Россия — это big. И это не только big, это даже, как мы говорим по-английски, larger than life. Может быть, люди кажутся холодными вначале, но они очень быстро могут раскрываться и очень много дают. Они сразу готовы разделять с тобой то, что у них есть. Может быть, даже просто там одно яблоко, они с тобой разделяют. В Магадане нашла именно то место, где мне комфортно, потому что там очень красивая природа, там рядом море, и это далеко, и там очень хорошие люди, поэтому я сейчас скоро 3-й раз туда поеду. И мы всегда боялись ядерной бомбы. И это было абсолютно... Но это был, понимаете, это просто был такой атмосфера, такое время, да, холодная война. И поэтому, в принципе, Советский Союз всегда был рядом. Свободно это означает, что я могу решить делать, что я хочу делать в жизни. Если я хочу пить, я могу пить. Если я хочу купить оружие, я могу купить оружие. Вы уехали? Он не хочет видеть. Что вы хотели в детстве? Знаешь, у меня детство было такое, переход из Советского Союза в Российскую Федерацию. И что хочет ребенок? Он хочет игрушки. Он хочет много игрушек. И у меня с игрушками был такой немножко, не то что раздор, но меня что-то в них раздражало постоянно. У меня была лошадка, которая вот так вот. Деревянная. Не деревянная, она была пластиковая. И потом я что-то, то ли хвост ей отрезал, то ли еще что-то. Потому что у нее был очень маленький хвост, и мне не нравилось это. А потом мне родители подарили собаку плюшевую, которая вот так вот делала. И меня это жутко раздражало. То есть то, что вы любили, родители старались вам Они очень дать. старались. Да, родители у меня очень старались. Скажем так, они работали изо дня в день. По 12 часов, по 24 часа. И они не хотели, чтобы это было у меня. Они хотели, чтобы я жил такой вот, чтобы у меня было. Но я не скажу, что мы, опять же, богато как-то жили. Мы жили вот как все. Но чтобы все было. А где вы жили в Москве? Своя квартира была? Нет. Опять же, благодаря тому, что родители работали на заводе, им выделили коммунальную квартиру. Вы знаете, что такое коммунальная квартира? Да, жил в одном. Там была еще одна семья и еще одна семья. То есть нас 3 семьи жило там. И мы всегда дружили. Мы жили дружно. У нас сосед был азербайджанец по национальности и еще одни соседи русские. Первый раз я был в России, это был в Питере в 93-м году. Я жил 1 месяц в Коммуналке. У меня было очень сильное впечатление в санузел. С семьей весили свой унитазный
сиденье на столе. У каждой семьи был свой личный. Это был естественно. то же самое у вас? Конечно. Да? Как же без него-то? У каждого был свой личный, который, но только он не висел. Он был у нас, ну, по разным комнатам. Понятно. То есть вы, когда надо было, вы брали свое сиденье, Приносили, ходили, ставили все и убрали. и убрали его обратно. Интересно. Это было очень сильное впечатление для меня. Для нас это обычно было. Ну, то есть так и должно быть. Так, у меня вопрос. Можно ли сказать, что вы принципиальный человек? Да. А какие у вас есть принципы? Знаешь, если я всегда прав, значит, я прав. И меня не переубедить. Сколько бы ни пытался привести аргументов, фактов, я прав. Возможно, я где-то там уйду, да, где-то домой там, или еще куда-то. Я скажу, нет, я не прав. Но ему я скажу, что я прав. Это принципиально будет. А когда люди не понимают, я иду на принципы. Свои какие-то вот конкретные. Что человек должен быть наказан. Вот. Любите ли вы свою работу? Но скорее да, чем нет. С самого, опять же, детства отец воспитывал во мне такие более мужественные навыки, что ли, в том плане. У меня отец всегда хотел, чтобы я был военным. Но если я, как говорится, если не уволился, значит, мне это нравится пока что. Я читал, что в детстве вы хотели просто в театр, да? И родители сказали Да. нет. Да, это правда. Это испортило за отношения с родителями? Нет, ни в коем случае это не испортило. Но просто, возможно, я им как-то и благодарен за это. Но для меня это была мечта детства. Опять же, может быть, это стереотип или нет. Мама у меня считала, что все актеры, они либо спиваются, либо начинают, скажем так, наркотики употреблять. И этого очень она не хотела. Поэтому я не поступил туда. Я подумал, ну ладно, я не могу огорчать маму. Но я огорчил папу. Я не поступил в военное училище. А действительно, ну, есть такое понятие, что русские очень много пьют. Как вы к этому относитесь? Действительно ли это так? Вы верите или нет, вот я не пью. Верю. Почему? Много пьют, потому что нам больше нечем заняться. Им лишь бы отработать, прийти домой и расслабиться, как это говорится. Немного расслабиться, лечь спать. С утра, там, если выходной, не выходной, пойти еще себе взять, чтобы опять чуть-чуть расслабился на целый день. И с утра пройти, там, не знаю, с больной головой на работу. Много все-таки пьют. Не каждый, но пьет. В принципе, есть театр полицейский. Кажется, что они очень совсем другой мир. То есть театр, он помогает вашей работе? Или абсолютно нет? Или как они? Хороший вопрос. Ну, конечно, как-то он помогает все-таки. Когда я нахожу подход к человеку просто. Есть такое, опять же, понятие, что у нас все полицейские очень злые, очень несправедливые. Но это не так. Полицейский — это же что? Это просто он работает по закону. Он объясняет человеку закон, что так нельзя. На что человек может ответить: да мне плевать. Я вот что хочу, Россия — свободная страна, что хочу, то и делаю. Но ему начинаешь объяснять: нет, нет, нет. И когда только ты привозишь его в отдел, там, оформляешь все как положено, только тогда он: ну парни, отпустите, ну за что? Ну, пожалуйста. Все-таки, говорю, да, помогает. Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Наверное, ничего. Ничего? Ничего Да? не менял. Так, у меня другой вопрос. У вас есть опасная работа? Был случай, когда нам обратилась женщина, говорит: у меня бывший мой сожитель стреляет из дробовика дома. Ну, просто так, и присылает фотографии. Мы приехали к ней туда, услышали выстрелы, что там были. И тут открыл дверь, с дробовиком стоит. Я, естественно, автомат перезаряжаю, стою. И меня потрясает мой водитель, который был. Он пошел с бронежилетом просто, как вот: ну ты что делаешь? А тот на него прямо направил. Говорит: да ладно, тебе хватит, опусти. Что ты делаешь-то? У тебя семья, ну сейчас ты, вольнешь меня, другой придет. Говорит: другого вольнешь, этот придет. Тебя все равно посадят.
Это было очень так вот страшно, и я понимал, что если он сейчас выстрелит в него, он начнет стрелять в нас. Это было самое, наверное, одно из страшных. Что для вас значит слово «любовь»? Это любовь только мама-папа. Ну, брат еще. Ну, хотя... Нет, брат. Любовь к родине может быть. Любовь к родине — это свой уголок. Там, где тебе действительно хорошо, тепло и уютно, где тебя накормят, напоят, в баню отведут. А все-таки вам нравится русский баня? Конечно, Да? конечно. То есть, если я знаю сауну где-то, ну, градусов 40, да, там 50, да, нет, здесь 100 градусов. И только попробуй выйти. Ну, как бы... Если выйдешь, все, значит, ты не русский, значит, иди отсюда, ты приемный. Я бы очень хотел путешествовать по Европе, по Америке, вообще по всему миру. Но нам, к сожалению, нельзя это делать. А по России? Россия же большая. Россия, она большая, да. И но, все есть. Мне кажется, это есть в каждом городе. Не знаю почему. Каждый город, он особенный, ну, чем-то. Это конечно. бесспорно. Да. Но, мне кажется, я увижу одно и то же. Что меня не удивит. А меня именно должно, чтобы удивило. А почему вы сказали «нельзя»? Это значит, насколько вы полицейский, вы не можете? Да, я не могу выезжать за границу. Из границы, да? Да, ну, я не знаю почему. Не я же это решаю. Для меня дом это дом. Потому что я в гостях, я могу находиться. Знаете, как у нас есть такое, когда ты приезжаешь в гости к кому-то, да, вы там выпили чуть-чуть, там посидели, поговорили, но спать нужно дома. Вот так же и за границей. Я могу, ну, как бы, посетить другую страну, но спать только дома. Мы все, сейчас из-за пандемии мы почти все как полицейские, потому что мы не можем много путешествовать, поэтому надо больше в России. В Америке наши полицейские едят пончики на работе. Ну, это как грубый стереотип. Это стереотип или действительно так? Ну, действительно так, но и стереотип. Так они обижаются, если говоришь, о, еще один пончик сегодня, да? Так, а что едят полицейские здесь? Знаешь, у нас есть тоже огромный стереотип, что мы едим шаурму постоянно. Это прямо у каждого. Либо шаурму, либо курицу-гриль. Но на самом деле мы также питаемся. Вот, допустим, мой рацион какой-то. С утра попить какого-нибудь, не знаю, водички просто попить, чтобы как-то все заиграло. Творожок какой-нибудь съесть. Обед, когда наступает, это обязательно салатик какой-нибудь, что-то такое горяченькое. Шаурму можно тоже. Вот, ну или что-то быстро приготавливаемое, скажем так. Вот, ну и чай обязательно. Мы всегда пьем чай. Не кофе. Не кофе, чай. Люди немножко думают, что мы роботы, в плане, что мы должны бесперерывно работать. Почему русские мало улыбаются? Мало улыбается. Ну, Это самый знаешь, главный вопрос. У нас есть такая пословица: смех без причины — признак дурачины. Извини, не понимаю. То есть пословица означает то, что смеются у нас люди, в основном умом не блещущие, скажем так, у которых, ну, что-то с головой не так. Да. Вот. Но на самом деле это не так. Я очень люблю улыбаться. Я очень люблю юмор, причем разнообразный в разных планах. И опять же, почему не улыбаются? Наверное, мы чего-то всегда остерегаемся. Мы всегда чего-то можем, какой-то подвох со стороны другого человека ожидать. Потому что если он тебе улыбнется, значит, он либо что-то от тебя хочет, либо сейчас что-то с тобой сделает. А что вам нравится в русском человеке? Мы самый открытый народ. Так я не должен стесняться, но поговорить с полицейскими на улице. Нет, конечно. Нет? Ну, мы же такие же люди. Да. А в Америке наши полиции, они говорят, что так как у них есть очень опасная работа, они требуют уважения.
Так, у меня вопрос. Заслуживают ли полицейские больше уважения, чем обычный человек? Безусловно, мы должны какой-то, да, там, престиж держать, что мы действительно работаем ради народа. Но это мало кто понимает, потому что мы понимаем это только в основном мы в конкретных ситуациях. И когда человек действительно эту ситуацию видит. Как вы считаете, русские агрессивные люди? Не то чтобы агрессивные, я бы это не так сказал бы. Я бы это сказал в первую очередь, что русские очень много ноют. Прям Ноет? Я не знаю это слово. Как бы объяснить? Возмущаются. Возмущаются, возмущение именно идет. да. Здесь злость Недовольно немного, как-то. недовольствие, да, Blaming or something like this. Like, недовольствие. И всегда у нас кто-то виноват, но не ты. Будут всех обвинять, но не ты. Люди всегда говорят там, вот он виноват, но я как бы нет. А если вас критикуют, то есть, ну, в чем-то, может Я быть... спокойно, я очень люблю критику. Это значит, что я могу над собой работать. Что мне есть там над чем там, может быть, что-то поменять в себе. Ну, хотя я не меняюсь, потому что меня любят таким, какой я есть. Очень много, опять же, русских, мы не умеем смеяться над собой. Нам проще посмеяться над кем-то. Нам проще поставить выше себя, чем он. А чем вы гордитесь? Скорее, кем я горжусь. Я горжусь, прежде всего, это, опять же, родителями. Это такой путь проделать. Горжусь своими предками. Что для вас 9 мая? Ну, я горжусь ими просто. И он прям для меня не то, что прям праздник, где надо выходить, там, ура, ура, нет. Это просто день, чтобы вспомнить, и все. Так, у меня вопрос. Чем отличается русский человек от иностранного? Да всем. Мы не прямолинейные, насколько я понимаю. Мы постоянно можем попасть в ситуацию, из которой, казалось бы, вообще выхода нету. Как говорится, когда тебя съели, даже есть 2 выхода. Вот так же и мы. Из любой абсолютно ситуации найдем выход. Иностранец может это сделать? Я думаю, да. Ну вот, просто, опять же, может быть, у меня на стереотипах это все, что он, если на него нападет медведь, он сдастся. Да. А русский человек убьет медведя. Он будет гоняться за ним просто. Да, и этого медведя еще поймает голыми руками и посадит в клетку, еще воспитает его под себя, и они будут вместе жить. Ну, опять же, я не знаю, как любят иностранцы. Я не знаю, как пьют иностранцы. Я не знаю, как общаются один на один иностранцы. Что они из себя представляют, что они могут рассказать о себе. Я о себе могу вот кому угодно рассказать. Мне потому что, ну, пожалуйста, вот моя жизнь. Она может быть кому-то интересной, кому-то неинтересной. Иностранец, он же, опять же, он будет рассказывать о себе все? Или не будет? Я думаю, зависит от народа. Ну, как американцы, я думаю, да. То есть он все о себе расскажет? Да, я думаю, да. Ну, это же зависит от штата. А у нас это не зависит от штата, у нас вся Россия такая. А саму жизнь за границей вы как-нибудь там представляете, как люди живут? Честно, не очень представляю. Я не знаю, чем они занимаются. Вот чем, допустим, в Италии занимаются в свободное время? Огородом занимаются? Хорошей кухни у них есть. Огородом. Нет. Не занимаются. Как бы, конечно, наверное, есть вот те, кто занимается огородом, но Но так... это профессиональные люди, я правильно понимаю? Нет, это любитель, у кого там есть второй дом, как бы с землей, они могут заниматься огородом. Но нету такого, например, понятия, как дача здесь. Вот. Такого нет. Дача. у нас. А у нас, естественно, выходные, куда все едут? На дачу. На дачу. Причем выращивают огород для чего? Чтобы было зимой что поесть. И причем остальное все идет родственникам. Неважно, принимали они в этом участие или не принимали участие. Родственникам мы должны поделиться с ними. Ну и с соседом,
естественно. Сосед, смотри, какие у меня груши, яблоки и картошка. Смотри, у меня же больше, чем твои. Ну это как... Спасибо. Да, да. Были у вас семейные традиции? Семейная традиция Пасха. Понимаете, Пасха, праздник. Это было всегда. Это перед тем, как сам праздник наступал, сына, иди куличи светить. Иди светить. Сегодня будем яйца красить. Все покрасили, все это, все. С утра встали, давай биться яйцами. Это прикольная игра. Это, да. Знаете такую у нас игру? Биться яйцами. На Пасху. Да. Это когда бьется, кто разбивает, тот яйцо забирает. Я такого не знал. Очень прикольная Это игра. очень красивая традиция здесь, как именно делать яйца Да, здесь. да, Просто да. это очень уникально Да. здесь. А что вы хотите менять в своей жизни? Изменить свою жизнь? Да. А зачем ее менять? Ее менять незачем. В России есть много интересных народных приметов. Один из моих любимых – это посадить на дорожку. Посидеть на дорожке. Да, у нас нет в Англии, но это очень логично. И, честно говоря, уже много раз помогли мне. Да? Да. У вас есть какие-то приметы, которые вам нравятся, или думаешь странно, или... Знаете, у нас есть такая примета. Нельзя здороваться, обниматься через порог. Какая у вас ваша женщина мечта? Какая она должна быть? Или всё есть, или Все очень просто. Умеет готовить. Это Нормально. это главный фактор. Умеет убираться, умеет встречать мужа с работы. Все. Это 3 таких вот фактора. One interesting question. Are you honest? I don't Можно know перевести? Честный. Честно. Достаточно честный. With yourself. Сам с собой. Скорее да, чем нет, опять же. Но, может быть, я обманываю сейчас. Мы никогда не знаем, честны мы с собой, не честны мы с собой. Мы говорим то, что видим, то, что есть. И все. Полицейский тоже круг друзей, да? Все-таки друзья, они бывают, я считаю, что либо с детства, с самого детства, либо их вообще нету. Есть только коллеги, знакомые и семья. Вот. А что такое русская душа? Всем вам, друзья, скажу я по секрету, что, в общем-то, и тайны, в общем, нету. Открытостью наполнена она. Русская душа — это именно открытость. Что мы можем каждому передать, каждому сказать, кто чего-то не понимает, каждому помочь. В любой ситуации, что бы ни произошло, мы поможем. Всегда. На Аляске я могу сходить в магазин и купить калашников спокойно. Да. Что будет в России, если любой человек мог бы купить калашников? И у обычного человека Можно я должно спрошу, быть право иметь оружие. Для начала, зачем это делают на Аляске? Чтобы было весело потом. Ну, можно пить что они пиво, делают? стрелять. И да, нормальный вечер. Ну, зачем нам оружие? У нас есть руки. Да. В любом случае. Если кому-то мы захотим что-то сделать больно, мы сделаем это кулаками. Ну, никак. Мы не хотим убивать кого-то. Мы хотим просто, чтобы человек, допустим, получил по заслугам или получил по, за что-то. Так, что нельзя делать в России? Все, что не запрещено, все можно. Но если конкретно, нельзя это то, что у нас в законе прописано. И все. А все остальное, все как-то можно. Но опять же, все равно многие законы. А есть какой-то просто совет для нас? Просто общий совет для нас, просто как иностранцев в Москве. Совет: никогда не бойтесь русских. Никогда что? Не бойтесь русских. Не бойтесь подойти к нему, не бойтесь у него что-то спросить. Что-то он вам посоветует, что-то он вас, говорю, он вас проведет до того места, до которого вы не знаете. Он вам расскажет то, что вы не знаете. Он все сделает, лишь бы вам было хорошо.
Отлично. Хороший совет. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо большое.